Всем доброго дня, с вами снова Wales Traveler, и сегодня вторая часть путешествия в Лондон. А пока мы двигаемся в центр, немножко расскажу про прошлый конкурс с самолетами. И у нас есть победитель в прошлых комментариях. Мы уже связались отдельно лично, и подарок будет отправлен в ближайшие дни. Наш конкурс продолжается, и в этом видео условия такие же. Считаете самолеты, пишите количество, и первый победивший получает приз. А вы знали, что население Лондона 8, почти 9 миллионов человек? Это действительно большая цифра, но если сравнивать с другими городами-миллионниками, не так уж и много. Основан он был в 47 году нашей эры римлянами и уже существует 1976 лет. При этом по площади он уступает другим мегаполисам. Нынешнее название Лондон берет свое название от римского Лондиниум. С 100 года нашей эры Лондиниум являлся столицей Римской Британии, а также основным центром торговли и власти Римской империи в Британии с конца II века до ее разгрома в V веке. В 886 году западно-саксонский король Альфред Великий переименовал Лондиниум в Лунденбург. Лондон является единственной европейской столицей, которая не была захвачена врагом ни разу за последние 8 веков. Именно здесь создавались такие гигантские компании, как Вест-Индийская, и сегодня мы побываем в одном из знаменательных мест для нее. Мы остановились в районе Хейс, и наш путь до сегодняшней точки назначения пролегает через практически весь Лондон. Для того, чтобы добраться до точки назначения, нам, ну и местным работягам, потребуется 1 час и 30 минут и 3 пересадки. А у людей на окраине живет достаточно много. Но о нас позаботились и здесь, и сегодня мы поедем на новой ветке Elizabeth Line. Она была запущена 21 мая 2023 года, то есть совершенно недавно, учитывая, что на дворе 12 июля 2023 года. И это действительно самое комфортное метро, на котором мне приходилось ездить. Прибыли мы также на очень современную станцию Canary Wharf, что переводится как «верфь канареек». Это действительно огромная сеть подземных переходов. И для того, чтобы разобраться, в каком же выходе необходимо выйти, нужно действительно постараться. И мы с первой попытки даже заблудились. Все выполнено в минималистичном стиле, но при этом здесь оставили водоемы от старой верфи. Это бизнес-муравейник, и здесь более 150 тысяч рабочих мест. Страшно представить местные утренние пробки. Дизайнеры постарались оставить старые коммуникации для доков, и это у них действительно классно получилось. Во всем этом великолепии стекла, бетона и стали очень даже зеленый канал. Классно. В общем, стараемся выпускать как можно больше интересных видео для вас. И для того, чтобы мы могли продолжать это делать, очень прошу вас не просто посмотреть это видео, но еще и подписаться. И если оно вам понравится, поставить лайк. Это будет самым лучшим комплиментом для авторов. Подземелья здесь действительно впечатляют. Здесь можно, просто не выходя на улицу, бродить часами. И практически все из 150 тысяч рабочих, которые работают здесь, делают это каждый день. Вот это по-настоящему провести всю жизнь под землей. Но при этом это место борется за превосходство с Сити Лондон, финансовой столицей мира. На самом деле мы не стал вставлять здесь все эти коридоры, но когда мы увидели свет, это было очень приятное, незабываемое чувство. Выйдя из станции, ты попадаешь просто в какой-то невероятный колодец из небоскребов. Если смотреть только вверх, то видишь только металл и стекло. Но дизайнеры старались оставить историю этого места, ведь раньше этот остров был как раз таки доками той самой Вест-Индийской компании. Мне очень понравилось, как здесь вписан парк во все это металлическое великолепие. Но при этом не дали забыть, что мы недалеко не на нижней точке. Все спроектировано таким образом, чтобы все финансовые воротилы после своих тяжелых нервных сделок могли выйти и с умиротворением попить кофе в зелени. И это действительно классно и поможет долгие-долгие годы работать под большим напряжением и давлением. Могу это сказать по себе.
А представьте вы, если бы вы после своей работы или во время перерыва могли выйти вот в такой парк и пообедать, пообщаться с коллегами, просто отдохнуть. Ну, собственно, местные сотрудники этим пользуются. А вот уже и нижний ярус. А на окраине расположился Roof Garden. Лично для меня, наверное, это самая главная достопримечательность этого места. На крыше одного из зданий расположился целый, просто огроменный парк, в который собрали очень большое количество различных растений. Географический парк расположен удобно на медиане, и где одна из его частей это западная часть, а другая точно восточная. Соответственно, на западной части растет растение, которое произрастает на западной части планеты, ну а на восточной то, что произрастает на востоке. Вход сюда абсолютно бесплатный. Некоторые растения я действительно видел впервые. Напишите в комментариях, как вы думаете, какой обслуживающий персонал у этого места? Также на территории Руф-парка действуют две отдельные кафе, в которых можно заказать столик и посидеть примерно в такой же обстановке, как в самом парке, но только уже за деньги. Сам парк небольшой, но я однозначно рекомендую к посещению. Также хочу вам напомнить, что самые свежие видео, а также видео, которые не входят вот в такие ролики, мы размещаем на нашем телеграм-канале. Подписывайся, ссылка на него в информации о канале. На самом деле, изначально Canary Wharf не была точкой для посещения на нашем маршруте. Но мы не пожалели то, что попали сюда. И далее как раз таки мы двигаемся к той точке, которую мы уже планировали в сегодняшнем маршруте. Здесь отдельное внимание привлекает эти стоящие дома прямо на берегу притока Темзы. Хотели ли бы вы жить в таких? Ну, как для меня, смотрится красиво, но когда к твоему дому только один проезд с помощью одного моста, скорее всего, там будут пробки. Наконец-таки и доехали до канатной дороги. Протяженность ее 1 километр 100 метров. Действительно впечатляет. И она соединяет этот берег с Гринвичем. Ваше путешествие пройдет вот в такой комфортабельной кабинке, но при этом не очень ветроустойчивый. Нам повезло, и мы ехали втроем нашей компанией без посторонних людей. Обратите внимание, вот та фигура на понтоне, это тоже арт-объект. Ну а самое приятное это стоимость. Всего лишь 6 фунтов с человека. А за детский билет практически вдвое меньше. Все путешествие займет у вас 12 минут, а сама канатная дорога была построена к Олимпийским играм 2012 года. Высочайшая точка дороги 90 метров. А построена дорога при финансировании Emirates Airline.
А мы тем временем переместились в Гринвич. Да-да, это тот самый Гринвич, откуда отсчитывается нулевой меридиан и нулевой часовой пояс. Это настоящие солнечные часы, они показывают очень точное время. Это большое белое здание, морской Гринвич. Здесь раньше располагался университет. Ну, кстати, возможно, и сейчас он там тоже располагается. А вот то большое здание на отдалении – это Королевская обсерватория. Один билет на взрослого, 12 фунтов 20 пенсов. К сожалению, из-за ограниченности нашего бюджета мы не попали внутрь. Но мы находились на восточной части мира. Зато присесть на полянке и пообедать бутербродами абсолютно бесплатно и с таким же прекрасным видом. Без очередей, давки. Сам Меридиан можно посмотреть на ютубе. Улицы Гринвича очень типичные. И почти каждый фильм, который вы смотрели, который был снят в Лондоне, скорее всего, был снят где-то на улицах Гринвича, где типичные многоквартирные дома и улицы. Тот самый старый Лондон, который все любят. А это Гринвичевская школа искусств. По совместительству ранее мэрия Гринвича. Здесь же в Гринвиче вы можете посетить единственный сохранившийся трехмачтовый композитный парусный клипер, я не верю, что это выговорил, Кати Сарк. И действительно в мире больше нет настолько хорошо сохранившихся клиперов. Кати Сарк — это очень известное судно. Построен он в 1869 году. Как раз таки в то время была большая гонка по перевозу чая из Китая в Великобританию. И самое быстрое судно приносило больше денег. Но при этом Катя Сарк известен не из-за этого. За билет придется заплатить от 7 фунтов за человека. Как вы думаете, что это за здание? Бункер? Метро? Или пешеходная дорожка? Правильный ответ – пешеходная дорожка. Да, действительно, это пешеходная дорожка, которая проходит под Темзой. Правильное название его – это Гринвичевский пешеходный тоннель. Он связывает Гринвич на юге с Собачьим островом, на котором мы с вами были буквально мгновение назад. Был он построен в 1899 году. Открыт для общественности в 1902 году. И вся облицовка, которую вы видите сейчас, она была изначально задумана еще аж в далеком 1899 году проектировщиком. Для удобства можно спуститься не только по лестнице, но и на комфортном лифте. Последняя реставрация прошла в 2011 году. Сложно поверить, но в этом пешеходном туннеле стоит камера, которая регистрирует скорость. Нет, не пешеходов, а велосипедистов, которым иногда разрешено передвигаться по этому туннелю. Когда загруженность туннеля небольшая, перед входом в туннель горит зеленый свет. Это означает, что любой велосипедист может спуститься вниз и приехать на другой конец Темзы абсолютно без пробок, без проблем. Как по мне, это самое атмосферное место. Длина самого туннеля от начала до конца 370 метров. Официально проезд по туннелю запрещен на велосипеде или на другом транспортном средстве. Но все прекрасно понимают, что люди могут игнорировать запреты, поэтому стараются обезопасить и сделать максимально комфортным и безопасным пребывание здесь. А учитывая, что диаметр туннеля совсем небольшой, 2,74 метра, некоторые велосипедисты могут просто не разъехаться с друг другом. Очень странно ощущать себя не просто под землей, а еще на достаточно большой глубине. Этот туннель был построен в 1902 году. Представляете, в 1902 году. Он проходит под Темзой. Вот сейчас я смотрю и считаю тут на стенах. Уже 44 метра мы идем. Спускались мы примерно метров на 10 вниз. И над нами Темза. Причем
ее слышно. Да, проходя под этому туннелю, реку действительно слышно, как она течет прямо над твоей головой. Достаточно жуткое ощущение, когда ты понимаешь, что над тобой большая толща воды. В голове сразу вспоминается тот фильм, где люди застряли в тоннеле, который потихоньку затапливало водой. Я думаю, что здесь такое, если случится, то это будет жутко. При этом телефон очень сильно высветляет кадр. Вот так примерно выглядит реальный свет в этом туннеле. Очень атмосферно. Самое жуткое, что можно увидеть в подобном месте. Протечка, уже выросли сталагмиты со сталактитами. Это то самое восстановленное место, которое пробила авиационная бомба Германии во время Второй мировой войны. При просмотре аналитики мы заметили, что только 20% зрителей подписаны на канал, поэтому, пожалуйста, не забывайте подписаться, а также поставить лайк. Такой интересный атмосферный паб мы нашли в центре. Цены очень лояльные, а виды незабываемые. 50 лет назад это действительно был рабочий корабль, который ходил не только по Темзе, но и по океану. А теперь здесь устроили очень уютный паб. Время уже близится к вечеру, и вот она, Трафальгарская площадь. Выглядит чуть меньше, чем я себе представлял. Но при этом очень красиво. И очень многолюдно. Одно из самых туристических мест в Лондоне. Знаменитый на весь мир Чайна-таун. Так непривычно видеть вывески на китайском. Вот так выглядит меню одного из ресторанчиков. И вот мы уже уверенно направлялись в сторону метро, чтобы поехать обратно. И вдруг краем глаза мы увидели это место. Сначала мы подумали, что это какой-то статичный арт-объект, потому что ничего не происходило и был просто звук грома. Но было очень много людей, и мы решили остаться и посмотреть, что будет дальше. И когда мы уже хотели уходить, произошло это.
мурашки похожи. Я не снимала. Максим снимал. Ну я в горизонтали ты снимал, блин. Надо стоять и просто смотреть. Сколько это рэп? Вау! Офигеть, ты понимаешь, что мы попали в таймер? Ага. Тут, короче, можно снимать, не останавливаясь вообще. А, вон она, камера. Маленькая, видишь? В конечном итоге, вместо того, чтобы ехать домой, мы простояли там 1,5 часа и смотрели много разных видео, которые были созданы свободными креаторами. Очень классно. Но учитывая то, что все это происходило на потолке, очень сильно затекла шея. И там было несколько таких вестибюлей, некоторые из них были уже закрыты, потому что это был уже вечер, но самое главное, были открыты. В том числе реклама. Посмотрите, это реклама какого-то напитка. Какой уровень рекламы? Видели ли вы такую рекламу где-то еще? Видео не передает, но это смотрелось как будто бы что-то настоящее. А вот такими перебивками показывали, сколько разных видео транслируется вот на этом объекте. И, ну, опять же, видео не передает все, как это было и смотрелось, чувствовалось на самом деле. Но даже видео с телефона передает эту бесконечность, которую смогли создать вот в этом квадратном помещении. Я сразу извиняюсь за дерганную съемку, но потому что мы не представляли даже, куда смотреть, что делать, потому что все появлялось внезапно, это было очень красиво, и я старался снять по максимуму и немножко запорол, ну как немножко запорол много кадров. Это уже не 4К, это 8К видео какое-то. Так как это видео транслируется на гигантских, наверное, 10 или 15 даже метровых экранах.
У нас был очень насыщенный день сегодня. Мы были над Темзой, мы прошли под Темзой. И на самом деле очень много впечатлений. Надеюсь, что мы смогли передать это настроение Лондона и вам. И некоторые мифы получилось развеять. А с вас подписка, лайк и комментарий. Встретимся в следующем видео.